Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. И мы продолжаем с вами нумерологию. Тема сегодняшнего будет видео довольно интересная. Это будет уровень нашего духовного совершенствования. Что это в целом вообще обозначает? Скажем так, теория графического выражения значения чисел основана на утверждении, что все числа от 1 до 9 могут быть расшифрованы как несколько уровней степени духовности жизни человека. То есть, чем выше уровень числа, тем выше стоит человек на лестнице духовного совершенствования. Мы не будем терять время и займемся сразу расчетами. Здесь расчет довольно очень простой, поэтому возьмем, к примеру, дату. Пусть будет 14 07 1973 года. Возьмем вот эту дату. Нам нужно привести здесь все числа. Итак, я условно делю вот на такие колонки, чтобы было проще и нагляднее видеть. Мы сначала раскладываем число 14, потом 7, а потом раскладываем число 1973. Итак, разложим сначала число 14. Итак, мы прибавляем единицу к четверке. Мы получаем 5. Здесь у нас получается 0, мы плюсуем к семерке. Естественно, получаем число 7. Затем здесь мы складываем тоже все наши числа. Это единица, плюс девятка, плюс семерка, плюс тройка. Здесь у нас суммарно получается число 20. Нам нужно его тоже дополнительно привести к однозначному числу. И мы получаем число 2, потому что 2 плюс 0 будет 2. Итак, мы имеем 3 числа. Это пятерка, семерка и двойка. Далее мы складываем тоже эти все полученные числа. То есть 5 плюс 7 и плюс 2. В сумме у нас получается 14. Это тоже двузначное число, поэтому нам надо его разложить до однозначного. То есть единицу плюс четверку складываем, получаем 5. У нас итоговое число получается пятерка. А теперь давайте пробежимся по значениям каждого числа, полученное от вашей даты рождения. Итак, например, если у вас получилось число 1, то это означает, что это очень приземленное число, и графически можно понять, что верхняя часть этого числа заканчивается чертой, резко направленной вниз к земле. Это означает, что все устремления души вверх не находят развития, и в конце концов материальные и рациональные побудительные мотивы побеждают. Путь очень трудный и в своих убеждениях принципиальный, и его трудно сбить с пути как внешними обстоятельствами, так и другими людьми. Но этот человек получает опыт предыдущих инкарнаций, и он обычно дает человеку от рождения высокий духовный рост. Также, несмотря на все вышесказанное, единица обладает очень большим потенциальным духовным развитием. То есть, если обладатель этого числа осознает, что важно накопить, а затем передать по цепочке реинкарнации духовный опыт, он сможет достичь значительного прогресса уже в этом воплощении. Если у нас получилось число 2, то это означает, что у двойки очень широкая так называемая платформа материального приземления.
То есть двойка опирается на довольно длинную горизонтальную черту. Такие возможности для использования своих корней есть только именно у этого числа. И означает, что предыдущие воплощения уже подготовили достаточную базу для перехода на следующий уровень. У двойки есть для этого и силы, и опыт, но тем не менее фундамент личности данного воплощения находится на Земле и тяготеет ко всему конкретному и реальному. Чтобы нижняя горизонтальная черта стала не каменной плитой, придавившая личность к земле, а была стартовой площадкой, с которой можно удобно начинать высоту. Вот. Также очень важным для графического расшифрования данного числа является четко выраженная способность двойки к равновесию и согласию с самим собой. Вот. Также, обладая с одной стороны большим потенциалом духовного развития и перехода на более высокий уровень совершенствования, двойка, с другой стороны, всегда и во всем сомневается. И от того, в каком направлении вверх или вниз будет склоняться личность, обладающая числом 2, зависит и успехи духовного роста. Если у нас получилось число 3, то означает, что на первый взгляд у таких людей все хорошо. И предыдущие воплощения накопили достаточно духовного опыта для перехода на следующий уровень совершенствования. Нынешнее воплощение личности готово воспринимать этот опыт и развиваться дальше. Более того, тройке известно правильное направление движения, но есть и слабое место этого числа. Ни материальная мотивация, ни духовная мотивация не замыкает кольцо. Это значит, что представитель тройки не готов предпринимать конкретные шаги и приложить значительные усилия для перехода на следующий уровень. Таким образом, человек числа 3 способен обеспечить себе гармонию духа, не прибегая к помощи других людей. Но и это еще не все. То есть для того, чтобы добиться успеха в материальном мире, не жертвуя при этом такими эфемерными категориями, как совесть, честь, духовность, покой, для реализации такой привлекательной картины достаточно осознать свои возможности и безоговорочно в них поверить. Если получилось число 4. Значительное усердие четверки при всей ее внешности и наивности не может быть оценено, поэтому она занимает довольно достойное место на лестнице, ведущей к духовному совершенствованию. Но по-настоящему слабое место у четверки только одно. Это сложная конструкция, которая опирается на маленькую поверхность. Как и у единицы, корни опыта предыдущих воплощений у четверок минимальны, что связано со значительной недоработкой предшественников. Поэтому придавать устойчивость своим убеждениям придется самостоятельно, проделывая долгую и кропотливую душевную работу. То есть представителю числа 4 для выхода на следующий духовный уровень необходимо развивать пытливый ум и большую ментальную восприимчивость к постоянно увеличивающей неуверенности в своих способностях. Число 5. Пятерка у нас находится на довольно высоком уровне духовного опыта, который обеспечивает ей нижняя часть изображения, то есть полукруг. То есть если мы посмотрим на пятерку, у нас получается внизу полукруг. Вот. И, соответственно, пятерка, тем не менее, помещает консистенцию своей личности, то есть горизонтальная линия, как мы видим. Вот она присутствует. И она продвигается на максимальную высоту. Такая предусмотрительность позволяет удачно совмещать светлое духовное начало и вполне материальную успешность. Пятерка получила весь духовный опыт, который накопили ее предыдущие воплощения, и даже сумела им правильно воспользоваться, хотя и не до конца. Но то, что нижнее кольцо все-таки не замкнуто, не позволяет пятерке полностью сосредоточиться на продвижении вверх. Все-таки еще рано полностью отрешаться от насущных проблем. Число 6. Графическая расшифровка числа 6 может нам дать понять потенциально позитивную картину.
То есть внизу замкнутый круг рассказывает о полном принятии духовного наследия предыдущих воплощений и возможности значительного увеличения потенциала нынешней личности. Замкнутый круг в качестве фундамента может свидетельствовать о способности человека жить полноценной духовной жизнью, получая огромное количество удовольствия от чудес, красоты окружающего мира. Вот. Кроме того, отсутствует горизонтальная черта, которая символизирует цельность личности. То есть сложно сказать определенно, хорошо ли это или плохо для нынешнего воплощения души. С одной стороны, вряд ли удастся воплотить какие-то сверхзадачи в области духовного совершенствования и подняться на более высокий уровень. А с другой стороны, представитель числа 6 может прожить очень светлую и духовную жизнь. Семерка. Графически семерка не противоречит стандартному нумерологическому утверждению, что ее уровень духовного развития значительно выше, чем у других чисел. Оно не имеет прочных материальных корней, опираясь как единица на очень маленькую площадь. Вот она здесь. Но в отличие от единицы, которая не справилась самостоятельно, опускает черту духовных стремлений вниз. Семерка водружает на столь хрупкий пьедестал всю мощность всей своей личности. То есть вот она, горизонтальная черта. И совершенно не беспокойся о том, что она может не справиться. И то, что она внешне похожа на единицу, семерка стоит на разном полюсе духовного развития. И то, и другое число опирается в своих духовных поисках только на собственный духовный опыт и самопознание. Так. Человек числа 7 может не только добиться весьма значительных успехов на поприще вклада в свое духовное совершенствование, но и щедро поделиться им с окружающими. Восьмерка. Довольно интересная получилась графическая расшифровка. Она состоит из двух замкнутых колец, символизирующих способностью полностью выполнять поставленную духовную задачу. Вот. И складывается ситуация, при которой есть грандиозные возможности, но полностью отсутствует устремление. То есть могу, но не хочу. То есть это концепция числа 8. А восьмерке даже не нужно никому ничего доказывать. Она настолько самодостаточна, что ей не требуется ничье признание. Самое удивительное, что восьмерке действительно почти не придется прикладывать усилий, чтобы реализовать свои способности. Ей нужно только чуть-чуть подкорректировать свою духовную жизнь. Итак, число 9. Девятка наряду с единицей и семеркой должна пройти свой путь, не рассчитывая на опыт предыдущих воплощений, которые не выполнили поставленных духовных задач. Очень мала площадь поверхности опоры в нижней части. Вот мы видим ее. И, соответственно, тем не менее, в отличие от не справившейся в отсутствии опыта единицы и от семерки, которые используют свой опыт в реальном времени, девятка не может полностью выполнить задачу своего духовного уровня, оставив хоть что-то на сейчас. То есть вот это замкнутое кольцо об этом говорит. То есть изрядно нужно трудиться. Девятка должна все оставить своему грядущему воплощению. То есть ради справедливости стоит отметить, что и награда будет довольно высока. То есть уровень самосовершенствования у девятки настолько высок, что позволяет представителям этого числа прожить жизнь совершенно не омраченную завистью, ревностью и какими-то другими негативными моментами.